День 1599. Алекс на связи. Вчера у меня в квартире моргнул свет. Часть устройств это нормально пережили, а часть, конечно, не смогли нормально пережить, и возникли разные проблемы. У меня умный дом построен на базе микрокомпьютера Raspberry Pi версии 4. В принципе, у него используется довольно хороший блок питания, и разные кратковременные выключения он, конечно, может и пережить, потому что потребление не очень большое, где-то 1 ампер, но если немножко дольше, то он, конечно, перезагрузится все равно и через некоторое время прогружается. Но при старте есть некоторые сложности, иногда не все сценарии и скрипты сразу прогружаются. У меня сделано так, что при загрузке идет проверка, все ли скрипты работают. Соответственно, если какой-то скрипт или какая-то система умного дома не перезапустилась, то у меня также делается оповещение в Telegram об этом, и система пытается перезапустить этот компонент или какой-то скрипт определенный. Это может быть скрипт, который раз в 5 минут проверяет погоду, или каждую минуту есть скрипт, который делает снимок с камеры и сохраняет его. Ну и также есть скрипт, который по сути является сердцем умного дома, то есть это фактически веб-сервер, который поднят на этом микрокомпьютере, в котором хранятся все датчики, который умеет обрабатывать разные веб-запросы от дашбордов, от других устройств. Он тоже может по какой-нибудь причине не стартануть сразу, и тогда, конечно, система умного дома некоторое время будет не работать. Но я не все скрипты проверяю часто. То есть у меня сделано так, чтобы в случае чего не возникло постоянного какого-то запуска скриптов. То есть у меня раз в 5 минут проверяется. Если скрипты какие-то или сервисы службы не работают, то вот он как раз в 5 минут пытается их все перезапустить. Те, которые не работают. Еще у меня на микрокомпьютере Orange Pi версия 3 поднят медиасервер, на котором крутится, соответственно, медиасервер MPD, и он, соответственно, может транслировать на разные Bluetooth колонки музыку. И так оказалось, что он после этой перезагрузки просто не смог вообще включиться, то есть он светился, но реально у него не было загрузки. И фактически, конечно, это тоже плохо. Если какой-то сервер, микрокомпьютер подвиснет в таком состоянии, то, конечно, систему умного дома будет довольно сложно поднять. Я также делал так, чтобы этот микрокомпьютер был воткнут в розетку Wi-Fi, то есть к ней я могу иметь доступ через родное приложение также. Например, розетка TUI у меня использовалась, и тогда, конечно, я могу зайти и удаленно выключить и розетку снова включить, и таким образом перезагрузить этот сервер. Была ситуация у меня тоже, когда я был вне дома, у меня по какой-то причине потерялась связь со всеми системами, и работал только фактически Telegram. То есть система обрабатывала Telegram, но не обрабатывала ничего другого. И мне приходилось ее реанимировать, даже используя то, что у меня позволяет делать Telegram-бот. Ну и также была ситуация, когда мне вообще ничего не отвечало, я вообще не мог понять, что происходит. Ну, думаю, ладно, как бы уже не работает, ничего страшного, наверное, не случится. Я так надеялся. Вот. И фактически, получается, пришлось дождаться очередного выключения света. Был период, по-моему, это было лето, когда очень часто что-то выключалось электричество, и где-то через пару дней оно снова, видимо, моргнуло, и после этого микрокомпьютер ожил и, соответственно, подключился к интернету, и я уже смог удаленно управлять и проверить, что там происходило.
Вообще такие перезагрузки я, конечно, могу отслеживать в системе умного дома. То есть у меня, например, поскольку я использую как базовую систему удаленного доступа OpenHub, то туда я вывел все датчики разные, я мониторю работу микрокомпьютеров. И, соответственно, я там вижу, сколько у них памяти, какая у них загрузка, и сколько места на диске. И, соответственно, температуру также отслеживаю, потому что это очень критичный параметр для микрокомпьютера. И, конечно, я туда вывожу эти все параметры. Но так оказалось, что у меня не выведен туда uptime. У меня раньше был отдельный параметр, который записывался и обновлялся, когда микрокомпьютер перезагружался. Но в последний момент, когда у меня произошло, я, соответственно, не смог отследить и, соответственно, увидеть, была ли реальная перезагрузка или нет. Но в целом, в принципе, это несложно сделать, и я все равно это, конечно, настрою и буду это видеть. Очень многие другие датчики и устройства плохо переживают выключение, потому что, во-первых, конечно, если выключается свет, то выключается роутер Wi-Fi, который используется для подключения веб-камер, подключения дашбордов. Сами дашборды, конечно, продолжают работать, они от батарейки работают, и в этом проблем нету. Это, наверное, самая надежная часть этих устройств. Но Wi-Fi все равно нужен. И, конечно, если роутер по какой-то причине может не стартануть, то, конечно, вообще возникает большая проблема с этим. И я, в принципе, планирую ближе к лету, когда мне потребуется уже какой-то вариант удаленного управления, более надежный, когда не будет возможности прийти и перезагрузить вручную, чтобы контур, который у меня не зависит от Wi-Fi, то есть это у меня, по сути, основная сама сеть Ethernet, и Raspberry, он подключен тоже к этой сети напрямую, без этого роутера Wi-Fi, без самого Wi-Fi соединения. И он может управлять розетками Zigbee, даже если вдруг роутер Wi-Fi не работает. И таким образом, конечно, нужно будет сделать правило, которое позволит перезагрузить этот роутер и, соответственно, просто включить и выключить его, да, он перезагрузится, и таким образом Wi-Fi может восстановиться. Собственно, мне так и пришлось сделать, потому что роутер не прогрузился, по какой-то причине он просто завис, и тоже, соответственно, мне пришлось его вручную перезагружать. Вообще разные устройства, которые работают по Wi-Fi, по-разному переносят потерю Wi-Fi соединения. Например, дашборды, иногда это у меня iPad, иногда они без проблем устанавливают соединение с роутером. Ну, я вообще на них использую 5 ГГц частоту соединения, потому что она посвободнее, понадежнее, в этом плане побыстрее работает, хотя там скорость не особо не нужна. И они иногда просто не устанавливают соединение. Но если соединение установилось, то сам дашборд, конечно, у меня переподключается к серверу умного дома, и, в принципе, без проблем все восстанавливается. Есть веб-камеры некоторые, которые у меня довольно дешевые. Это ESP32CAM используется, такой модуль. Эти камеры, они плохо переносят потерю Wi-Fi. И хотя там есть специальные алгоритмы, функции, которые позволяют проверять и перезагружать, и даже как выполнять почти резет этих модулей. Но на самом деле сам модуль Wi-Fi, он как-то остается все равно активен, и только полное выключение позволяет эти камеры обратно вернуть в подключенное состояние. Также у меня еще используется несколько датчиков, таких шлюзов самодельных, которые работают на ESP8266 и один на ESP32. Эти, конечно, шлюзы перезагружаются. В принципе, для них это не критично
они подключаются дальше к Wi-Fi, дальше к MQTT, и, в принципе, в большей части они вполне корректно это делают, никаких больших проблем не возникает. Единственный датчик, который мне считает, является счетчиком электроэнергии, при потере электричества он перезагружается, а поскольку я значения сами не сохраняю в этом контроллере, то значение сбрасывается и отсчет начинается с нуля. Делаю несколько раз, чтобы он просто считывал значение с сервера умного дома последнее, и на базе этого значения, уже начинал отсчитывать. Но по большому счету были разные сложности с запросом с этого микроконтроллера данных. Поэтому пока я эту функцию не использую. Но если мне это уже, допустим, будет частое выключение, то, конечно, я это снова реанимирую и, в принципе, настрою. Например, раньше у меня также счетчик воды работал тоже по Wi-Fi, и даже когда я его переделал уже на Arduino, он все равно работал от сети. И, конечно, он не сохранял значение при потере питания. Иногда хватало блока питания продержаться какие-то кратковременные включения, но когда оно было чуть длиннее, то, конечно, он включался и информация терялась. Но она сохраняется только уже на самом сервере в системе умного дома. И тоже отсчет начинался с нуля. А вот когда я переделал уже на питание от батарейки, то эта проблема ушла, и как раз в последнее отключение оно очень удачно показало, что действительно это хорошее решение работать от батарейки. И оно действительно может гарантировать, что на протяжении 1,5 лет никаких вопросов вообще с этим датчиком не возникнет. И, соответственно, я могу его значение всегда использовать, не глядя на настоящие живые счетчики, которые установлены там на входе в квартиру воды. И, соответственно, подавать эти значения куда нужно своевременно и быть уверенным, что эти значения точные. Но больше всех проблем мне создала лампочка умная E-Light. Она, конечно, вообще просто потеряла сеть. Wi-Fi не восстанавливалась, не подключалась. Она отвалилась от системы приложения собственного, от системы умного дома. Мне ее пришлось полностью переподключать, но это совсем было непросто сделать, потому что ее пришлось физически доставать из светильника и очень сложным и хитрым способом заново переподключать к системе умного дома.